Всем привет! Французская техника, иранский дизайн и новый амбициозный кроссовер. Чего ждать от второго пришествия дешевых машин из Ирана на российский рынок? Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Прогнозы, которые мы озвучивали еще в первые недели нынешнего кризиса, сбываются. Вслед за россыпью новых китайских брендов, в Россию устремился производитель из страны, живущий под санкциями уже 40 лет. Глава компании Iran Horda заявил, что переговоры с российской стороной проведены, а поставки дешевых автомобилей должны начаться уже в 2022 году. Для справки, Iran Horda – это крупнейшая иранская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Тегеране. Выпускает дешевые легковые автомобили под собственной маркой и лицензионные Peugeot. Цена нового автомобиля 350 тысяч рублей по текущему курсу. Также по лицензии Mercedes-Benz компания Iran Horda собирает грузовики и автобусы. Ведущий автопроизводитель Ирана стремится уделить приоритетное внимание экспорту в Россию дешевых автомобилей, поскольку обе страны находятся под экономическими санкциями Запада, сообщил генеральный директор Iran Horda. Разговор состоялся во время презентации компанией ее последней модели кроссовера Rira на заводе, расположенном на западе от Тегерана. Мы провели хорошие переговоры с Москвой. Российский рынок с его возможностями будет одним из наших важных рынков. Мы начнем экспорт уже в этом году, сказал он. Объявление, сделанное в воскресенье, связывают с визитом президента России Владимира Путина в Тегеран в июле этого года и встречей с иранскими властями. Россия подвергается все более жестким санкциям, а Иран под санкциями уже почти 40 лет. За все время Иран пережил несколько санкционных волн. Их то ослабляли, то снова усиливали. Две страны отреагировали на санкции расширением сотрудничества в ключевых областях, чтобы взаимно поддержать экономику. Вице-президент Iran Horda добавил, что хотя производитель надеется конкурировать на таких рынках, как Азербайджан, Оман и Ирак, по объему, конечно, важнее всего Россия. В этом году Iran Horda планирует произвести 500 тысяч автомобилей, и цель компании ежегодно экспортировать 100 тысяч по сравнению с 20 тысячами в настоящее время. Ну и обещанная мною шутка юмора. Мы тут с пацанами в офисе подумали, что государство таки сдержало обещание, и теперь литр бензина стоит меньше $1. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Будет ли спрос на дешевые машины из Ирана? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, на день надо смотреть как на маленькую жизнь.